Жизнь после смерти. Мой предсмертный опыт. Это был обычный полдень, когда я наконец-то уложила своих двух малышей спать. 2 днями ранее у меня были проблемы с пробуждением, и я обсудила эти проблемы с мужем. Поэтому в этот конкретный день я нервничала по поводу засыпания и решила, что вместо этого просто посмотрю телевизор. Я села на диван и начала смотреть свой любимый сериал, и в следующее мгновение я поняла, что кто-то кричит мне, чтобы я проснулась. Я слышала голос, который говорил мне: «Проснись, Диана, ты должна проснуться». Когда я открыла глаза и начала садиться, потому что я думала, что заснула, я посмотрела вперед, а там стояла моя бабушка. Моя бабушка умерла, когда мне было 3 или 4 года, поэтому я помню о ней очень мало. Но она стояла в дверях моей гостиной, выходящих на кухню, смотрела на меня и разговаривала со мной, хотя не шевелила губами. Я продолжала смотреть на ее губы, потому что это было то, что я всегда делала с детства, смотрела на губы людей, когда они говорили. В любом случае я не могла видеть, как двигаются ее губы, и тогда я поняла, что она говорит со мной через мои чувства. Я спросила ее, что она делает, и она сказала, что я могу пойти с ней. Я колебалась, не зная, куда она идет, и затем спросила ее: «Куда ты идешь?» Она просто посмотрела на меня, а затем сказала мне: «Ты можешь пойти, пойдем», и она начала отворачиваться, и было похоже, что она идет по коридору в сторону комнаты моей маленькой девочки. Я поняла, что если я не встану и не пойду с ней, то не буду знать, куда идти, и я просто не могла оставаться на месте. Поэтому я начала вставать. В этот момент я поняла, что больше не связана со своим телом. Я чувствовала себя невесомой и легкой, почти воздушной. Я посмотрела вниз на свое тело, но оно не двигалось вместе со мной. Тогда я подняла глаза на бабушку, чтобы посмотреть, куда она идет, но ее не было. Это меня напугало, и я поняла, что мне лучше поторопиться и догнать ее. Следующее, что я осознала, это то, что я была под потолком в своей гостиной, или вне ее, я точно не знаю. Я оглянулась вниз, туда, откуда пришла, и там лежало мое тело. Сначала я подумала, что должна волноваться, что оставила его, но оно выглядело нормально, и я подумала про себя, что все будет хорошо прямо там, на диване. Я видела цвета своей одежды, мебели и то, как именно я лежала. Это было потрясающе. Потом я куда-то ушла на некоторое время. Я не уверена. Я не могу вспомнить, куда я ходила. Но бабушки в это время со мной не было. Я была сама по себе. Затем я вернулась в это парящее положение над собой, но под углом я могла реально видеть себя. Если вы можете это понять. В любом случае со мной были 2 человека или существа, я думаю, духи. Один был слева от меня, а другой справа. Мне сказали, что я могу остаться или вернуться. Когда я посмотрела вниз на себя, все было каким-то нечетким. Я пыталась решить, хочу ли я вернуться, потому что я точно не хотела покидать это чудесное, мирное, любящее и полностью принимающее место, в котором я находилась. Затем в моей голове всплыли мои мама, сестра и 2 мои маленькие девочки, и я поняла, что я буду им нужна, даже если это будет означать, что я буду страдать большую часть своей жизни. Я была нужна, я должна была вернуться, я не могла оставить их без себя. Поэтому в тот самый момент я приняла решение вернуться. И, внезапно я оказалась в этом темном месте, падая все быстрее и быстрее, и чувствовала, что меня зажимают в этой маленькой крошечной дыре, пока я снова не почувствовала свое тело. Оно было темнее любой ночи и чернее, чем может быть чернота. Я почти испугалась, пока снова не почувствовала свое тело. Вес, давление, мои легкие сильно болели, и я не думала, что выкарабкаюсь. Вдруг я услышала голос, который кричал мне: «Проснись, Диана, ты должна проснуться». Это продолжалось до тех пор, пока я наконец не попыталась открыть глаза. В этот момент я помню, как пыталась сделать глубокий вдох, я как будто вернулась в свое тело, и мне нужно было снова начать дышать, почти как в первый раз. Моя грудь вздымалась, легкие медленно втягивали воздух понемногу. И вдруг я сделала один большой глубокий вдох воздуха, это было так больно.
Я сделала еще один вдох, потом открыла глаза и поняла, что со мной что-то не так, но я вспомнила, что я пережила. Я увидела свою бабушку, она была в желтом цветочном платье и хотела, чтобы я пошла с ней. Я села на диване и тут поняла, что я вся мокрая, моя одежда, мои волосы, все. Даже диван был влажным от моей сырости. Я собрала все свои силы и пошла к телефону, чтобы позвонить маме, потому что мое сердце колотилось. И я просто должна была сказать ей, что я видела ее маму. Позже у меня стало появляться все больше признаков экстрасенсорных способностей. Вещи начали происходить со мной естественным образом, и в любое время дня и ночи. Я видела убийство, я видела, как похитили ребенка из больницы недалеко от того места, где я жила. Я знала, что люди собираются сказать еще до того, как они подходили к двери, чтобы сказать это. Я знала, когда кто-то позвонит по телефону, еще до того, как он зазвонил. С годами происходило все больше и больше. В 1987 году мы переехали в наш первый новый дом, это был старый дом, но он был нашим первым. Прожив в доме несколько месяцев, я поняла, что у нас есть компания. Маленькая компания. Дети, я думаю, мальчик и девочка, которые играли в нашем доме, пока нас не было, а когда мы возвращались, я заставала их за игрой, слыша их, когда мы входили, а потом они прекращали. Затем в 1993 году ко мне пришел человек, дух из тех времен, когда мы ездили на лошадях и колясках. Он положил руки мне на плечи, и я почувствовала его тепло, любовь и боль. Это напугало меня, я вскочила и убежала в другую комнату. Я кричала на него, спрашивая, что ему от меня нужно, потому что я часто слышала его шаги, и девочки видели его тень у своих кроватей по ночам, и я тоже. Но мой муж никогда ничего не слышал и не видел. В любом случае кто-то сказал мне, что если это не Дух Божий, и вы скажете ему уйти во имя Его, то он уйдет. Так я и сделала. У меня было еще несколько случаев, когда он возвращался, чтобы поговорить со мной, он хотел знать, почему я думала, что он может причинить мне боль. Теперь мне было очень страшно. Я больше не хотела иметь с этим ничего общего. Поэтому через некоторое время я просто начала игнорировать все, что происходит. Я перестала позволять своим чувствам распознавать все, что мне показывали, я просто продолжала свой путь. Затем в течение некоторого времени я даже могла использовать свои руки, чтобы люди чувствовали себя лучше, я чувствовала тепло в своих руках, когда касалась их тела, чтобы растереть узел на спине или плечах. Все, в округе хотели, чтобы я передавала им послание. Но когда я стала больше узнавать отцы и пыталась рассказывать другим, люди думали, что я становлюсь странной, и начали бояться меня так, что я бросила это. Когда моя мать была в больнице, очень больная и умирала, Дух пришел и был около ее постели рядом со мной. Я сказала ему, что он еще не может забрать ее, что я еще не закончила с ней, и он ушел. День за днем ей становилось все лучше и лучше, и сейчас она живет полной и довольно здоровой жизнью.